Всем привет-привет! Всем отличной недели! Сегодня мы с вами будем делать расклад, который предложила Ирина. Называется он «Совет от пространства». И он относился к раскладу, где я говорила, что там был какой-то расклад про, опять-таки, чем вы полезны миру, либо пространству, не помню конкретно, но суть заключалась в том, что передавалась там информация из пространства, да, то есть что нужно сделать как-то вот в таком роде, и там были подсвечены какие-то темы, и в комментарии к этому раскладу, если я правильно помню, я, конечно, могу ошибаться, Ирина попросила, скорее всего, задала вопрос, а какой совет, да, что делать в таком случае. Вот, поэтому в таком контексте, конечно же, мы будем рассматривать сегодня расклад, но совет от пространства, он будет конкретно, скорее всего, под какую-то идею, да, под какую-то задачу, поэтому первым вопросом я рассмотрю ситуацию, я не знаю, какая ситуация, вот какую покажут, и исходя из этого вы уже сможете понять, ваша, не ваша ситуация, и под эту ситуацию совет от пространства, и посмотрим, почему именно такой совет. Да, почему? Потому что я не очень-то люблю все эти советы, послания и так далее. Вот, мне важно понимать, почему, для чего и так далее. Вот, и в очередной раз напоминаю, что вся необходимая информация обо мне, в том числе и мои услуги, что, как, почему, для чего, сколько и так далее, есть по ссылке «Мои услуги» под этим роликом. Нажимаете, переходите, смотрите, и если есть необходимость, приходите ко мне на мои услуги, то ли это консультация, то ли это беседы со смыслом, вот, и, конечно же, по пятницам анонсы блиц-консультациях. Я всегда во вступлении говорю об этом, я не говорю тогда, когда заканчиваются позиции. Почему? Потому что у меня есть такое убеждение, что, знаете, кому надо, тот действительно придет. И я все-таки, мой канал рассчитан на осознанных людей, да, то есть, коль люди интересуются самопознанием, я считаю, может быть, я в этом и ошибаюсь, что люди адекватные, что люди разумные и люди осознанные. И, как правило, таким людям никогда не нужно говорить, что да как делать, да, то есть, в принципе, если они сами чего-то захотят, они сами добиваются. Ну, в моем понимании, разумный человек, он такой. Поэтому кому-то говорить, что либо навязывать, либо предлагать, это вот вообще не мой формат. Если вы считаете нужным, вы придете. Если считаете ненужным, не придете. Вот. Я понимаю, конечно же, что маркетинг сподвигает к тому, что вот, надо постоянно говорить о том, что мои услуги и так далее, чтобы люди слышали напоминания и все такое. Не знаю, либо я живу не в то времени, либо я живу, не знаю, в каких-то других условиях, но вот опять же таки, опираясь на осознанность, я четко понимаю, что нету смысла кому-то что-то напоминать. Может быть, я сравниваю мир по себе, сужу, да, то есть я такой человек, если мне что-то надо, я найду. Я найду и информацию, я найду и как оплатить, и даже если будут какие-то трудности, обращусь, может быть, к каким-то своим знакомым приятелям, через которых можно было бы приобрести ту услугу, которая, ну, нереально приобрести, либо там не хватает денег где-нибудь взять, да, чтобы приобрести. То есть, когда есть потребность, моя точка зрения, человек найдет и способ ее реализовать. Если потребности нету, если нету такой нужды, такого желания, да ты хоть 100 раз будешь там предлагать и говорить о том, что вот, посмотрите, приходите, никто не придет, да, то есть, и мне кажется, что не то чтобы это как-то вот меня унижает, а у меня такая, знаете, какая-то такая позиция, кого-то умолять, кого-то просить, ну, это вот совсем не мои энергии. Вот. Для меня это очень напряжно на самом деле, поэтому я всегда, знаете, в самом начале говорю про свои услуги, как напоминание, а дальше, когда уже идет расклад, я не хочу как-то обременять, да, ваше внимание, или как правильно глагол какой использовать, отвлекать, навязывать. Я когда слушаю других
ну, когда слушаю своих коллег, да, расклады, и вот после каждой позиции бывает такое, что вот позиция закончилась, а коллега начинает говорить, приходите на мои услуги, все такое. Я понимаю, что с точки зрения зрителей, да, человек только смотрит свою позицию, и все, больше он не смотрит, поэтому может и не слушать вступления, вот, и важно ему напомнить в конце каждой позиции. Но когда человек смотрит весь расклад, и это 4-5 раз напоминание, меня это дико раздражает. Вот. А поскольку я ставлю себя на ваше место, вот если бы я была зрителем и смотрела свои собственные расклады, меня бы это бесило, я бы уже 100 раз себе сказала, да заткнись ты, я уже и так знаю. Ну, то есть такая была бы у меня реакция на меня саму. Поскольку мне не нравится делать самой себе такие вещи, вот, поэтому я и предполагаю, что и вам тоже бы, ну, не нравится и раздражало. То есть вот я просто ставлю себя на ваше место и смотрю вашими глазами. Опять же таки, может быть ошибочно, я же не знаю вас. Вот. Но вот мне кажется, что вот это вот навязывание, оно не нужно. Поэтому я вначале, так знаете, коротко упоминаю и все. Вот. Но если не слушаете вступление, то, конечно же, эту информацию не услышите. Ну, значит, вам и не надо. Вот я 100% просто уверена, что кому нужно, тот человек придет сам. Так, ну что, готовы? Давайте приступим. Итак, позиция номер 1. Голубенький камешек, единички. Касательно какой ситуации у нас будет сегодня совет для вас, да, какую ситуацию будем рассматривать. Ну, ситуация, связанная с какими-то переживаниями, волнениями, тревогами. Все это состояние напряженности, да, то есть с одной стороны это усталость, психологическая усталость, моральная усталость, это не физическая. Мечи указывают на мыслительные процессы, поэтому здесь велика вероятность, что вы устали от мысли, от череды каких-то неудач, неприятностей, то есть такое чувство, что вы знаете, пробуете, ничего не получается, и это вот достигли своего пика эмоциональной напряженности, как разочарование, да, то есть меня это все бесит, меня это все злит, я готова все как-то, я не знаю, порвать, разорвать на кусочки. Почему? Потому что либо не получается, либо не можете найти ответа, либо здесь, в общем, какой-то накал страстей именно на ментальном уровне, да, то есть когда человек думает, а решение не может прийти, все это никак не может разродиться, как говорится, и плюс ко всему вот какие-то кошмары, но эти кошмары, они внутренние, да, то есть это все внешне усугубляется какими-то внутренними убеждениями, да, которые включаются и активируются на данном этапе. То есть, по сути, с одной стороны, наши внутренние переживания, они создают внешние какие-то ситуации, которые, то есть мы их притягиваем в созвучии нашего негативного, да, настроя. А с другой стороны, мы этого не осознаем, и мы как будто бы реагируем только на то, что происходит вовне, не задумываясь о том, что вот это вот вне, это мы создали. И поэтому мы усугубляем еще свою позицию, да, тем, что в негативном ключе реагируем на этот внешний раздражитель, да, то есть здесь какая-то конкретная может быть ситуация. Вот. И плюс ко всему внутреннее нам нехорошо, внешнее не очень-то и ахти. И мы еще и добавляем, плюс ко всему накручиваем, придумываем того, чего нет. В общем, ситуация не очень-то и приятная, и не очень-то позитивная, на нее уходит много энергии. Вот. И в конечном итоге мы чувствуем еще и опустошенность, да, то есть, потому что слили очень много энергии на эту ситуацию. Вот здесь какая-то такая ситуация. Чего она касается, спрашиваю, да, чтобы понять. Ситуация некой такой борьбы, да, то есть чем-то вы тут не согласны, то есть есть какие-то противоречия, есть какое-то вот противопоставление, борьба, да, то есть, возможно, вы что-то хотите здесь получить, и у вас не получается, да, и на этом пути вы боретесь как с собой, так боретесь и с внешними какими-то факторами, это забирает очень много силы. Очень много силы, вы хотите как-то вот выровнять, здесь ощущение того, что вот какая-то несправедливость есть в вашу сторону, вы хотите выровнять эти энергии. Да, хотели бы, не знаю, каких-то новых
предложений, подсказок, может быть, какой-то новой информации, да, то есть то, что поможет вам решить ту ситуацию, в которой вы находитесь. То есть, но она достаточно сложная, и вы, к сожалению, не можете найти решение. Вот в этой ситуации, где вы не можете найти решение, которое я описала только что, какой вам совет от пространства касательно этой ситуации? Какой совет? Совет о том, что перемены либо грядут, либо они уже есть. То есть есть потенциал на какие-то перемены. Но для этого нужны либо какие-то новые желания. То есть, скорее всего, перемены придут через новые желания, либо через новые какие-то действия. Здесь необходима активность, то есть перемены есть, но необходима активность. Какая активность? То есть здесь нужно двигаться. Еще один туз мечей, тоже указывающий на перемены. Здесь как будто бы нужно либо необходимая информация, да, то есть вам что-то может быть непонятно. Девятка мечей указывает еще и на некую придуманность, да, на некую такую иллюзорность. Возможно, здесь необходимо прояснить какую-то ситуацию, может быть, прояснить отношения, может быть, вскрыть что-то. То есть здесь есть какая-то неясность, ощущение, что есть тучки, есть облака, и вот их для того, чтобы увидеть солнце, нужно эти тучки разогнать, потому что солнце есть, но оно скрыто за тучками. И вот эти вот тучи, они нам мешают. Но потенциал для перемен, он есть. И эти тучи, они как раз-таки находятся внутри вас, и это подавленные эмоции. То есть все, что происходит, да, и вы не можете найти решение, это связано с вашими эмоциями. То есть здесь нужно понять самому себе, что я чувствую, либо в общем, либо касательно данной ситуации, то есть что привело меня, быть может, к этой ситуации. То есть здесь есть какие-то, может быть, это подавленные желания, может быть, это какие-то прошлые истории, но суть заключается в том, что здесь идет накопительный какой-то процесс, то есть то, чего вы копите, может быть, это много лет, может быть, это несколько дней, может быть, несколько месяцев, не знаю, но какой-то определенный период времени вы копите какие-то эмоции, которые вы не высказывали. Не высказывали, возможно, потому что не умеете, либо не знаете, либо есть обстоятельства, по которым вы не можете высказать все то, что внутри вас накипело. И это доходит до какого-то определенного пика, знаете, как пробка от шампанского, когда шампанское начинаешь трясти, да, точно так же, как и Кока-Кола, либо любые газированные, да, напитки, то содержимое будет изливаться. Вот это вот содержимое нам необходимо излить из себя, и когда мы это изольем из себя, нам надо посмотреть на это, встретиться с этим лицом к лицу, чтобы понять, что это такое, что мы копили внутри себя, что привело нас к этому. То есть разобраться в этом моменте, чтобы очиститься, чтобы в дальнейшем такого не случилось, да, чтобы нечто аналогичного не произошло. И это связано с нашими состояниями, это связано с нашими какими-то переживаниями, волнениями. То есть что это, что довело нас? Вот это как раз и является вот этой вот причиной девятки мечей. То есть мысли, это те, которые вы крутите в голове, они вот вращаются как раз вокруг вот этих состояний. И подсказка, да, совет от пространства: обрати внимание на это, обрати то, чем ты наполнен, обрати внимание на то, что ты сдерживаешь в себе, да, это должно очиститься, то есть это гниет, это имеет негативный отпечаток. Вот от этого нужно избавиться. Знаете, когда иногда съешь что-то, что не воспринимается желудком, что может быть это токсичное, может быть это не свежее, может быть это испорчено. Вот от этого надо избавиться. Да? У тебя приходит состояние вот этого вот непринятия, да, тошноты. И в дальнейшем идет рвотный эффект. Да? То есть ты избавляешься от того, чего не нужно. То же самое у нас происходит на эмоциональном плане. То есть здесь есть какие-то эмоции, которые вас разрушают, понимаете, и ваш организм, ваша душа, вот эта вот совокупность души, духа и тела говорят о том, что от этого нужно избавиться, потому что ни к чему хорошему не приводит.
Поэтому избавьтесь, очиститесь, и тогда вот эти вот тучки, они разойдутся, вы увидите солнце. Почему? Потому что тучки – это и есть вот то, чем вы наполнены сейчас. Вам это нужно увидеть. Почему именно такой совет, да, вам дан? Почему? Потому что это приведет к исцелению, видите? Это то, что вам необходимо, да, для того, чтобы вы дальше пошли в свое развитие, и это помогло вам именно в проявлении себя, либо в социуме, либо в профессиональной сфере. То есть это то, что вам мешает заявить о себе. Это то, что, возможно, вам мешает поднять вашу самооценку. Что-то рассказать. Здесь что-то вы скрываете. Может быть, это какие-то секреты, которые вас гнетут. Может быть, это какие-то обиды из прошлого, да, может быть, ну, то есть здесь много чего в догадках, но это как раз-таки то, что поможет вам вот здесь, да, по тузу жезлов. Когда вы очиститесь, вы увидите, что вы хотите на самом деле, что вам нужно на самом деле, ваши желания. И потом вы примете решение, правильное, верное, уже с чистым сознанием, и сможете разрешить вашу ситуацию, о которой здесь идет речь, и довести ее до завершения. И тем самым очиститься, исцелиться. Это будет не быстрый процесс. Умеренность указывает всегда на долгосрочность, на размеренный ритм. Это не будет резко, это будет достаточно плавно и очень медленно. Здесь нужно набраться терпения. Велика вероятность, что долгое время вы что-то такое копили. То есть это не что-то легкое, поверхностное, и, возможно, это как-то вот глубоко внутри вас сидит, укоренившееся. Так, поэтому вам дается такой совет. Для чего? С какой целью? Чтобы вы над этим трудились. Это то, что привнесет вам перемены в вашу жизнь. Да, это то, что требует уже давно завершения. Возможно, это какой-то ваш кармический урок. Это то, может быть, это что-то, что идет из прошлых воплощений. Возможно, это поспособствует изменению, во-первых, перерождение вас, да, то есть рождение заново. Заново мы рождаемся только тогда, когда мы избавляемся от чего-то, да, когда мы обновлены. Возможно, это откроет двери в какой-то новый этап, да, но здесь не то, что новый уровень, а, знаете, как после баньки, да, когда попаришься, либо когда искупаешься, либо когда примешь душка такой, знаете, охлаждающий сейчас у нас, по крайней мере, летом, да, чувствуешь вот как возобновление, что ли, как очищение, возрождение. Вот эти вот все состояния, они способствуют как раз-таки здесь. Нужно идти просто уже другим путем. Закрыть, да, гельштальт какой-то. Вот это вот касательно этого. Я не знаю, что это за ситуация, но, видимо, она очень актуальна на данном этапе, и поэтому, может быть, тех перемен, которых вы хотите, да, вам и показывают в пространстве, что именно таким способом, да, вы сможете прийти, да, на дне у меня колесо фортуны, именно таким способом вы сможете прийти к тому, чему вы тут желаете, да, каким-то перемен в вашей жизни. Так, это первая позиция. Позиция номер 2. Красный камешек. Двоечки. Что здесь за ситуация у вас? Ситуация, когда должна быть поставлена окончательная точка. Либо вы должны ее поставить, либо она уже поставлена. То есть здесь идет завершение. Процесс длится достаточно долго, но это процесс необратимый. Он может перевести вас немножко на другой уровень, вам могут открыться новые горизонты, новые дороги, но так, как было ранее, в таком контексте уже ничего не будет. То есть если это были отношения, велика вероятность, что
Может быть, это будут в дальнейшем, да, либо какие-то новые отношения, либо в том формате, в котором они уже были, допустим, там конфетно-букетный период нет, ну, то есть на нем поставлена точка, а будет там, например, брак, к примеру, да, но однозначно что-то новое здесь появится, абсолютно новое. Какое новое, здесь неизвестно, здесь не говорится, но это будет абсолютно новое. Готовы вы к нему или нет, не могу сказать, но эта ситуация, она длится уже долгое-долгое время. Что здесь, на чем здесь поставлена точка? Точка поставлена не в контексте негатива, а по шестерке жезлов наоборот, в контексте позитива. То есть то, к чему вы шли, вы уже пришли. То есть вы хотели, возможно, какой-то гармонии, красоты, балансированного какого-то своего состояния, возможно, чего-то достичь в социальной сфере. Здесь вот все, что то, к чему вы стремились, то, какую цель вы себе ставили, речь идет о том, что она уже поставлена. И поэтому, да, вот вы достигли уже какого-то триумфа, вы достигли уже какого-то успеха, и на этом точка. Все. То есть чего-то вы тут достигли в какой-то ситуации. Дальше все будет по-другому. Все будет по-новому. По-новому это как? Пока неизвестно, пока непонятно, пока есть какие-то сдерживающие силы, которые не дают понимания, то есть по-новому как, и надо будет вот действительно заново что-то выстраивать. То есть нету понимания, нету информации того, как это будет по-новому. То есть есть что-то, что мешает увидеть вам, либо знать эту информацию, но вам придется в этом новом начинать с нуля. Не в продолжении чего-то, а с самого нуля. Заново сеять семена для того, чтобы получать плоды. Безусловно, опыт уже посева здесь есть, но что конкретно вы будете сеять, неизвестно. Допустим, раньше там сеяли какие-нибудь там помидоры, огурцы, а сейчас, возможно, будете сеять, либо сажать яблочные какие-нибудь деревья, да, либо фруктовые деревья. То есть казалось бы, и там, и тут сеять надо, да, то есть в одном случае сеем, в другом случае сажаем. То есть примерно процесс одинаковый, да, но плоды вы будете получать абсолютно разные. В первом случае там будут, условно говоря, огурцы и помидоры, а во втором случае это будут яблоки, груши, либо лимоны, да, и там, и тут плоды. Ну какие? Они абсолютно разные. Вот здесь примерно такая метафора идет. Мне хочется еще как-то вот прояснить эту ситуацию. Давайте просто выложу два аркана, что это за ситуация, чтобы понятнее было как-то. Ситуация связана с семьей, да, с семьей, с традициями. Она может касаться и финансов, но здесь, знаете как, здесь суть в чем заключается? В том, что пришло время вот как-то переходить на какой-то вот другой уровень масштабирования, что ли. Здесь как будто бы традиции, которые передаются. То есть эстафета передается от одного участника к другому участнику. И это вот как-то как естественный, что ли, момент. Вот как мы говорим, например, от бабушки, дедушки, там, передается какое-то наследство внукам, именно внукам. Не детям, а именно внукам. Либо там был у бабушки с дедушкой какой-то участок, либо были какие-то, не знаю, магазины, какой-то там заводы, да, какое-то свое ремесло, знание, умение, видение, там, может быть, мировоззрение, какие-то точки зрения, информация. Вот как будто бы это передается, да, от одного поколения к другому поколению с целью приумножения, да, не с целью, чтобы завершить, полностью поставить точку, а с целью вот как-то передачи, да, то есть передаю эстафету от одного к другому, для того, чтобы было как вот продолжение рода, что ли. Какие-то такие здесь аллегории идут, но задача именно приумножить то, что было создано ранее, вот, и
То есть здесь как будто бы это должно существовать, это имеет место быть, это имеет место продолжения, но оно должно как-то, не знаю, как чувствовать как-то по-новому. Знаете, приходит новое поколение, и оно уже использует, допустим, другие гаджеты, по-другому там присылают смс. То есть вроде бы та же самая коммуникация, но уже как-то вот по-другому, более модернизирована, что ли, более адаптирована под новые реалии. Но она имеет место быть. Вот здесь как-то так. Хорошо. Упала карта, сейчас мы ее и посмотрим. Вам совет в этой ситуации от пространства. Здесь, во-первых, необходимы силы. Вам необходимо здесь как-то восстановить себя, восстановить энергетически, восстановить, обратить внимание на свое, возможно, здоровье, обратить внимание на свое тело, обратить внимание на то, что здесь не должно быть использования грубой силы. То есть, если это касается какого-то материала, да, там, контента, либо еще что-то, то здесь не должно быть жесткости, не должно быть грубости, а все решается полюбовно, все решается мягко, плавно, гибко, как-то вот адаптироваться. То есть, здесь не должно быть никаких резких движений, здесь не должно быть подавленности, насилия какого-то, здесь не должно быть грубости, манипуляции, жесткости. То есть здесь все вот как будто бы полюбовно, да, мы используем силу, но используем эту силу по-женски. Да, здесь речь, скорее всего, идет о каком-то, вот я говорю, видите, опять-таки, движении. Поставьте себе четкую цель, чего вы хотите добиться. Но знаете как? Кто-то может сказать, допустим, там, хочу увеличить заработок, да, либо хочу переехать, либо еще что-то там хочу. Но акцент должен быть не на это, а на то, что вы будете получать от того, когда вы добьетесь этой цели. Например, если вы хотите переехать, что вы получите после того, как вы уже переехали? Вот какая будет ваша жизнь, какие у вас будут состояния, как вы себя будете видеть в этой точке Б, да, как вы будете взаимодействовать с людьми. То есть не сам переезд, а что он принесет, что он несет в себе. Точно так же, допустим, поиск работы, окей, предположим, что вы нашли эту работу. Что будет потом? То есть как вы себя будете ощущать на этой работе, как вы будете взаимодействовать с коллегами, с начальством, какая у вас будет зарплата, что вы будете чувствовать при том, когда вы будете заниматься этим делом, да? Как будет влиять ваше окружение на вас в этот момент, да? Как само место, само пространство, как оно будет влиять на вас, как вы будете взаимодействовать, понимаете? Только это, короче говоря, не одна какая-то разовая опция, а то, какие действия вы будете совершать вокруг этой опции. Вам нужно обратить внимание на это, поэтому здесь и говорится, не должно быть какой-то жесткости. Это должно быть все очень мягко, все как-то вот дипломатично, без резких телодвижений. Так. Еще, вы должны быть сфокусированы именно на достижении этой цели, то, что вы хотите здесь получить. Почему? Потому что будут проверки на этом пути, и вас не должно ничего отвлекать. То есть вы должны быть полностью сфокусированы, сконцентрированы на то, что вы здесь хотите. То есть сфокусируйтесь, вам говорят, сфокусируйтесь. На чем? На завершение, что здесь нужно завершить. Что нужно завершить? Какие-то переживания, да, то есть эмоциональные состояния. Возможно, нужно завершить то, что внутри себя вы чувствуете, а к делам вы не переходите. То есть завершить именно этот этап, перейти от мысли к делу, да, либо от состояния к делу. То есть здесь нужны действия, нужна практика, нужны результаты. Вот нужно сфокусироваться на этом. Не на переживаниях, на эмоциях, представлениях, визуализациях и состояниях, не на кубках. А здесь нужно сфокусироваться именно на педаклях, на деле, на материи. Так, то есть здесь говорится, сфокусируйся на действиях, на результатах. Почему вам именно такой совет от пространства?
Потому что так будет правильно, так будет верно. И потому что здесь нужно выровнять какие-то свои энергии. Какие энергии нужно выровнять? Ну вот, по повешенному, да, где-то идет какое-то зависание, остановка. Здесь необходимо, ну, может быть, долгое время висите, может быть, долгое время что-то там пересматриваете, долгое время как-то ситуация не развивается, нет какого-то действия. То есть пора действовать. Вот так, как будто бы говорят. Почему именно этот совет? Потому что пришло время действий. Для чего вам этот совет? Потому что здесь как будто бы вы погрязли в каких-то обманах, да, то есть здесь идет, знаете, как придумывание, здесь ощущение того, что вы как будто реальность не видите такой, какая она есть, да, вы как-то вот что-то додумываете, вы что-то здесь придумываете, представляете, может быть, идеализируете. Здесь вот вы как будто бы погрязли в каких-то эмоциях. Возможно, это эмоции праздника, возможно, это, знаете, триумфального какого-то такого состояния, но вот как будто бы это все во времени затянулось. Здесь как будто бы этот какой-то праздник, он затянулся, либо там, я не знаю, веселье, комфорт, там, не знаю, отмечаете какие-то свои успехи, отмечаете какие-нибудь там бонусы. То есть вот как будто этот праздник, эта легкость, она здесь затянулась, и вы увязли, да, увязли в эмоциональном болоте. Может быть, здесь даже какое-то вот выгорание идет, что ли. Здесь Луна и дьявол, так прям, не знаю, что-то такое. Какое-то вот воздействие идет. Воздействие как, не знаю, как морок, как затуманивание рассудка. Но такое бывает, когда мы входим в видоизмененное состояние. С помощью каких-то веществ, либо с помощью алкоголя, либо в каких-то практиках. Но вот здесь вот человек как будто бы погряз в этом. То есть если вы используете там знаете, какие-то вот осознанные сновидения, либо какие-нибудь там астральные проекции. Такое ощущение, что вот вы туда ушли больше и меньше заземленности. Здесь вот хочется заземлить вас, поэтому вам дает этот совет. Да? Для чего? Для того, чтобы вы как-то заземлились. Вот вы обратили внимание, что вы уходите в придумывание, вы отдаляетесь от реальности. Вам как будто бы трудно, сложно планировать здесь. Вам как-то, знаете, вот здесь практичности не хватает. Ощущение того, что вот либо вы как-то вот по огню бежите вперед паровоза, да, как-то, ну вот. Здесь есть иллюзорность восприятия времени. Либо вы зависаете, говорите, о, впереди еще много времени, либо наоборот, вы бежите и переоцениваете время. То есть либо вы его недооцениваете, либо вы его переоцениваете. Если вы недооцениваете, вы говорите, есть еще время, я успею еще подумать, да, что-то там спланировать, найти какую-то информацию. Сейчас мне это трудно сделать, я вот как будто бы откладываю на потом. Это недооценивание времени, либо наоборот переоценивание времени, да, когда вот вы торопитесь, вы включены, вас одолевает некий такой энтузиазм, желание как-то вот куда-то бежать, да, какие-то вот лидерские качества проявляются, самоуверенность чрезмерная в плане я справлюсь, я возьму на себя все эти обязательства, у меня все получится. Вот, и будет у нас много денег, и будет там
удовольствие будет, комфорт. Вот, понимаете, либо так, либо так. И то, и другое, здесь идет иллюзорность. И вы вот как-то зависаете во всем этом. Поэтому вам говорят, здесь нужна, с одной стороны, мягкость, да, то есть не нужно никаких резких телодвижений, а с другой стороны нужна концентрация. Здесь такое чувство, знаете, как смотришь в фотоаппарат, и пока ты не отредактируешь зум, да, то есть концентрацию, фокусировку, у тебя все в кадре, все такое расплывчатое, все туманное. И от этого как-то вот, не знаю, начинается у меня как будто бы кружится голова. Хочется какой-то резкости, да, в кадре, резкости, фокусировки, четкости такой, да, чтобы понимать, что я вижу конкретно. Потому что сейчас либо у кого-то, знаете, проблемы со зрением, может быть, и пришло время вам сменить очки. Потому что вот я вижу какую-то такую, знаете, либо нереалистичность, либо нечеткость. Зрение, вот зрение как будто бы плохое, понимаете? То ли у меня как показывает как объектив фотоаппарата такой мутный, то ли мне показывают альтернативу этого образа, знаете, как очки какие-то такие, вот прям смотришь сквозь них, и все туманно. Хочется вот как будто бы больше градус какой-то, да, более конкретные, что ли, правильные очки одеть, чтобы все четко, ясно увидеть. То есть здесь что-то вы не видите. Ну и, конечно же, на физике, да, я уже сказала, что-то со зрением может быть. Так, это была вторая позиция. Как я люблю эту колоду. У каждого таролога есть свои любимые колоды. Моя любимая колода – это Артура Уэйта. Что бы здесь ни говорили, примитивные картинки, не примитивные, не интересные, не яркая, не красивая, столько информации, сколько дает мне эта колода, мне не дает никакая другая. Так, третий вариант, троечки. Сначала смотрим, да, как я уже говорила, вашу ситуацию, что здесь за ситуация. Здесь какое-то новое начинание, новый путь движения. Вот в этом и заключается ситуация, что вы пока есть какая-то нестабильность, неопределенность, и вам нужно для себя понять, куда я хочу двигаться, да, то есть куда я хочу направлять все свои силы. То есть здесь такое чувство, что человек, не знаю, либо как будто бы отдохнул, и теперь он полон сил и готов вот прорваться, да, что-то начать делать. Либо здесь какая-то неопределенная ситуация, неустойчивая, шатковалкая, и человеку хочется понять, куда же мне применить свою силу, на что направить фокус внимания, в каком направлении мне двигаться. Здесь какая-то очень серьезная ситуация, потому что выпадают великие арканы. Ситуация касательно, хотите какой-то успех, да, здесь может быть успех как финансов, так и в личной жизни, то есть хотите добиться какого-то успеха. Касательно чего? Касательно какой-то кризисной здесь ситуации. То есть здесь ситуация, с одной стороны, для кого-то это может быть, конечно же, связано с финансами, с недостатком финансов, да, с дефицитом. Для кого-то может быть ситуация связана с утратой, потерей, что-то у вас здесь забрали, либо чего-то вы тут лишились. Для третьих это могут быть какие-то кризисы очень серьезные, да, в том числе, например, там, кризис среднего возраста, то есть психологические какие-то моменты, кризисы. Для кого-то могут быть здесь кризисы, связанные с личной жизнью, да, недоудовлетворение. Да, то есть отсутствие удовлетворения, вкладываетесь очень много, ничего не получаете взамен, хотите понять, куда мы идем, будем ли мы вместе, надо ли расстаться. Ну, в общем, здесь такая ситуация, где нужно принимать решения. Ну и также по пятерке педаклей у нас здесь
ситуация может быть связана и со здоровьем, да, то есть тоже нас не удовлетворяет здоровье, это как финансы, так и здоровье. Ситуации, в общем, разные, но задача их выровнять, те энергии, сбалансировать, которые заложены в пятерке пентаклей. Да? Это что-то такое практичное, что-то конкретное, что-то ощутимое. То есть вот в этом нужно выровнять свои силы. Но вам кажется, что ресурсов не хватает и что я не способна. И эта ситуация, по сути, она дана вам для того, чтобы вы пересмотрели свое какое-то отношение к чему-то, да, чтобы в вашей системе ценностей произошли изменения, вы нашли в себе силы выровнять те ресурсы, которые вам необходимы. То есть, в принципе, это урок. По энергиям, по ощущениям, да, он вам подвластен, и да, вы уже принимаете какие-то определенные, пробуете, да, способы решения этой ситуации, как она может разрешиться. То есть вы уже предпринимаете какие-то попытки, какие-то действия. Ощущение того, что изначально я сказала, да, что хотите понять, куда же двигаться, но с другой стороны, знаете, вы как будто бы ощущаете так вот от этого расклада, от этой позиции, что для вас уже не принципиально что-то такое конкретное, такое чувство, что человек уже просто впустился в путь, либо пустил все на самотек и говорит о том, что вот пускай оно идет так, как идет, и в процессе я буду разбираться. То есть я как будто бы буду разгребать, там, я не знаю, счета, либо какие-то проблемы, со здоровьем отношения по мере их поступления. То есть вот здесь есть готовность, здесь я не чувствую какой-то слабости, невозможности, да, там, я не знаю, выгорания, либо апатии какой-то. Нет, здесь все окей, просто не хватает ясности, но вы как будто бы поняли, что вас обучают не какому-то планированию, да, потому что есть какие-то форс-мажоры, которые не входят в ваши планы, то есть вы не можете все учесть, вы не можете все просчитать. И вот здесь вот энергия такая, что окей, я это поняла, идем по жизни, и в процессе мы будем разруливать. То есть есть готовность, есть силы. Правда, я не совсем понимаю, куда я иду, вот, но я готова, готовность есть, готовность вот как-то действовать, да. Пускай изначально я не совсем знаю, как, либо к чему прикладывать какие-то усилия, но я с этим разберусь в процессе. Вот здесь такой, знаете, хороший настрой. Вот, он мне прям очень нравится. Вот такая ваша ситуация. Какой вам совет от пространства в этой ситуации? Работайте, да, то есть продолжайте подготавливать себя к успеху, да, то есть либо здесь кто-то едет в последние, как говорится, сроки в отпуск, да, здесь речь идет о том, что нужно подготовиться к этому отпуску. То есть, по сути, продолжайте делать то, что вы уже делаете хорошо, то, что вы уже умеете, то, от чего вы получаете удовольствие. То есть продолжайте это делать с целью какого-то подготовительного этапа успеха, который вас ожидает. Возможно, успех, связанный, там, я не знаю, либо в социальной сфере, либо это успех, связанный с имуществом, да, то есть недвижимость здесь может быть. Если недвижимость, то это какой-то вот второй дом, там, второй участок, ну, то есть не основное ваше жилье. Вот. Также может быть вот какой-то отдых. Либо вы хотите куда-то в гости сходить, да, здесь говорится о том, что подготовьтесь прежде, чем вы куда-то пойдете, либо прежде, чем будет успех, либо прежде, чем будет какой-то отпуск, да, хорошее, приятное времяпрепровождение. Как будто бы надо еще немножко поработать. То, что вот вы делаете, вы правильно делаете. Это как подсказка, да? Еще какой совет от пространства? Обратите внимание на какие-то вторичные выгоды, которые связаны с тем, что вот либо на какую-то хитрость, самообман в контексте вашего движения. То есть почему вы не двигаетесь
Здесь сейчас я попробую вам объяснить, потому что может казаться какой-то вот, как это сказать, какой-то не рассогласованный совет, но на самом деле здесь есть смысл, да, то есть с одной стороны подготовьтесь, но подготовьтесь это не значит сидеть и не двигаться, это продолжать делать, а с другой стороны вот в этом есть какая-то хитрость, почему я не хочу двигаться дальше, да, почему я останавливаюсь. Здесь вторичная выгода, как будто бы вам необходимо вот как-то вас подогревать ваш интерес, как будто бы аплодировать, да, вот какое-то вот принятие, здесь оно необходимо. И здесь совет, обратите на это внимание, потому что если как будто бы вот этого вот подогрева не будет, вы хоть и будете заниматься тем, чем вы занимаетесь сейчас, потому что вам это нравится, вы это любите делать, но вам это приносит удовольствие, но все равно, может быть, это приведет какое-то время, знаете как, да, я люблю делать то, что я делаю, но мне все равно хочется какого-то подтверждения, мне все равно хочется какой-то обратной связи. И это каким-то образом может помешать вам в получении того результата, который вы хотите. Каким образом может вам помешать? Потому что здесь очень сильная такая яркая вторичная выгода. Каким образом? Ну, вы не совершите тех перемен, которые должны совершить. Да, то есть вы как будто бы не отрубите, не измените свой какой-то подход. То есть вы заново будете идти по кругу. То есть здесь, знаете, как получается? Здесь есть какая-то цикличность. Вы с ней уже сталкивались и в прошлом. То есть вы вроде бы начинаете, как набираете какие-то обороты, все правильно делаете, а потом у вас наступает ступор. А ступор наступает почему? Потому что вы не получаете вот эту вторичную выгоду. И мозг вам говорит, что окей, вот это вот то, что новое, допустим, вы что-то привносите, оно классное, но вам как не хватает запала, вы не можете довести дело до конца. Почему? Потому что в какой-то период включается вторичная выгода. И из-за этой вторичной выгоды вы не можете пойти дальше. Потому что вот она является для вас преградой. А преградой для вас является вот этот вот паж жезлов. С одной стороны, недостаток информации, и не хватает как будто бы глубины. То есть недостаток информации, вот куда я иду, что и как. И именно глубины, насколько мне это важно, насколько мне это вот прям наполняет меня, да, насколько приносит удовольствие то, что я хочу. И когда вы этого не получаете, да, вот этого вот удовольствия и информации, да, то есть когда ваш интеллект не подпитывается и ваши чувства не подпитываются, вы бросаете делать то, что вы делаете, и заново входите, это как триггерная какая-то точка, да, точка невозврата. Вы до нее доходите, но перейти не можете, потому что это вот как какая-то проверка у вас. Вот вам на это нужно обратить внимание, вам про это говорят здесь. На что? Что еще нужно здесь обратить внимание? Да, это вот является неким таким триггером, который вы никак не можете решить. Это какой-то вот ребус, какая-то контрольная точка, которой вы перейти не можете. Вот вы, как это, сдаетесь перед ней. Почему? Потому что она вас как-то вот опустошает энергетически. Здесь проверка идет, насколько то, что вы хотите, вот то, к чему вы там стремитесь, насколько для вас это важно и значимо. То есть насколько игра стоит свеч. И у меня такое ощущение, что вот вам на вашей внутренней воле не хватает пройти, поэтому вам и нужна какая-то обратная связь, что ли, я не знаю, как аплодисменты, как похвала, как одобрение. И вот в этом ваш как будто бы урок. То есть, с одной стороны, проработать этот момент, почему вы в некоторой степени становитесь зависимы, да, от аплодисментов и обратной связи других людей. То есть вам как будто бы надо отрезать это, столкнуться с этим, увидеть, понять, осознать, что это вот ваша какая-то зависимость.
И она вам не нужна, она является, наоборот, каким-то якорем, который не дает вам двигаться, да, пойти в открытое плавание, то, что вас сдерживает. А с другой стороны, оно является как раз-таки ключевым моментом, то есть как проверка, а действительно ли вам это нужно. Потому что если действительно вам это нужно, вы не будете обращать внимание на взаимность от других людей, на одобрение, на принятие, да, то есть на вот эти вот аплодисменты. Если мне это нужно, если игра стоит свеч, мне вот эти вот люди, внешние факторы, они не нужны, я и так пойду дальше. И вот вам вот этот момент, да, как урок, вам нужно его пройти, понять и осознать. Почему именно этот совет вам дается? Потому что вот он привязан на эмоциях. Вы как раз-таки в этот момент для себя понимаете то, что я сказала, да, насколько я принимаю себя или нет, насколько я удовлетворяю. Он очень сильно влияет на вашу самооценку. Двойка кубков говорит о принятии себя, о взаимности, о любви самому себе, самим собой. Да? То есть насколько я удовлетворяю сам себя. Это вот вопрос как раз-таки самооценки. Вам нужно обратить на это внимание, поэтому вам такой совет и дается. То есть здесь из всего расклада, я бы сказала, ключевая карта – это вот эта вот семерка мечей, ну и паж жезлов. Как говорил Курпатов, кто слушает, да, либо читал про этого, есть некая такая доминанта. Вот эта вот семерка мечей является для вас вот в вашей ситуации вот этой вот доминантой. То есть пока вы с ней не разберетесь, все остальное, оно будет вторичным. Потому что как бы вы хорошо не распланировали, как бы хорошо вот вы все не прописали, вот как вы только сталкиваетесь с этим монстром, да, вот с этой доминантой, все идет коту под хвост. Вот вам нужно с ним разобраться раз и навсегда, да, встретиться, понять, осознать что-то в себе, да, то есть как работает эта доминанта, в чем ее функция. И потом уже вы сможете ей управлять, потом вы сможете уже с ней как-то взаимодействовать и получать те результаты, которые вы хотите. Для чего вам дана, вот я вперед паровоза бегу, видите, сказала, почему именно этот совет и для чего, да, отдельный вопрос есть, я уже на него ответила, но все равно, для чего? Вот это вот доминанта, это и есть вот эта вот четверка пентаклей, да, это стабильность, это такая точка, где устаканившая, которая не дает вам дальше двигаться. Если, допустим, это касается финансов, это ваш финансовый потолок, который вы не можете пробить. Если это касается отношений, то в отношениях вот все, знаете как, стабильно, понятно, известно. И это приводит уже к состоянию какой-то скуки, недостатка эмоций, недостатка, вот как будто бы хочется возобновить, как-то обновить эти отношения, а не получается, да, то есть вот это как какая-то стабильность. С одной стороны, это хорошо, потому что в этом вроде бы все понятно и известно, а с другой стороны, в этом нету роста, да, то есть в четверках нету роста, в них есть много страданий. Страдания почему? Потому что есть вот какая-то вот привязанность, да, к этому месту, привязанность к этой ситуации. Ты ее никак не можешь сдвинуть, ты ее никак не можешь изменить, ты можешь в ней только страдать. Вот это вот нужно изменить. Еще для чего? Ну вот для того, чтобы вы двигались дальше, понимаете? То есть как только вот вы с этой заразой разберетесь, да, здесь какая-то вот прям вот плита такая, монолит какой-то. Вы никак его сдвинуть не можете с места. Как только вы поймете, как это сделать, да, то есть вам дается некий такой точка опоры и рычаг воздействия. Вот как вы поставите правильно этот рычаг на эту точку воздействия, сможете сдвинуть этот монолит с места. А пока вы не совсем понимаете, что это за точка и что это за рычаг, как этим управлять, этот монолит, как бы вы ни брали голыми руками, вы не сможете его сдвинуть с места. И не сможете двинуться дальше. Он держит вас. То есть вас здесь что-то держит, да? Да. Вот вы никак не можете поставить точку и пойти в новый, да, аркан мира. Никак не можете преодолеть вот эти вот, как будто бы у вас нету инструмента, с помощью которого вы могли бы преодолеть какие-то трудности на своем пути. И этот инструмент, он заложен вот здесь вот в семерке мечей. В этом нужно разбираться.
Это была и третья позиция у нас. На этом расклад завершен. Я благодарю вас всех за ваше внимание, благодарю за ваши просмотры, за лайки, которые ставите, за комментарии. Они, конечно, важны в продвижении канала, да и вообще чисто по-человечески, просто потому что вы развиваетесь, потому что вы растете, понимаете себя, разбираете в себе и взаимодействуете со мной. И то, и другое, оно для меня очень важно. Как взаимодействие, так и ваш собственный личный рост. На этом все. Прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.